Здравствуйте, наши гости и подписчики! В один из предрождественских дней я решила отправиться на прогулку по самым живописным и интересным улицам и местам уютного города Глазго. Это один из крупнейших городов Шотландии, расположенный на берегу реки Клайд. В Глазго я прибыла на автобусе на городскую автостанцию Buchanan Bus Station. Первое, что меня встречает прямо в фойе вокзала, это восхитительная скульптура из бронзы в виде объятий двух молодых людей – девушки и парня. Это весьма символическая статуя для такого места, как автобусная станция, ведь каждый может расшифровать послание, которое несет этот монумент, совершенно по-своему. То ли это радостная встреча двух влюбленных после долгой разлуки, то ли это трогательный момент прощания молодых сердец, которые расстаются на долгое время. Покинув здание станции, я направилась в центр города, а именно на площадь, где расположен Королевский концертный зал Глазго. Следующая скульптура, которая встретила меня здесь же, называется The Clyde Clock – «Бегущие часы». 20-фунтовая конструкция из нержавеющей стали установлена в 1999 году. Она олицетворяет время в движении. Помимо оригинального внешнего вида, скульптура выполняет полезную функцию курантов. Каждый день в 20:00 эти часы бьют, оповещая всех окружающих о том, что наступило самое удачное время для встреч. Рядом с этой скульптурой испытываешь чувство трепета и волнения, будто ты впрямь пришел сюда, чтобы встретиться с каким-то важным для тебя человеком. Осмотрев скульптуру, я начала движение по улице Кайли Маунт. Моему взору открылся фасад Королевского концертного зала, который украшает герб Глазго с изображением святого Мунга при жизни Кентингерн, считающегося покровителем города. На гербе также видна надпись «Девиз Глазго» «Let Glasgow flourish» – «Пусть Глазго процветает». Не спеша двигаясь по улице, в фокус моего внимания попало высокое, все в стекле, с необычной формой кровли и фасада, здание городского кинотеатра. На сегодняшний день этот кинотеатр считается самым высоким во всем мире. Проходя мимо этого сооружения, поневоле ловишь себя на мысли, как оно устроено внутри, отчего тут же возникает желание зайти и посмотреть на кинотеатр изнутри. Однако моя прогулка сегодня направлена на знакомство с центральной улицей города – Бьюканан-стрит. Поэтому я продолжила двигаться по направлению к ней, осматривая местные здания и удивляясь тому, как красивые старинные фасады гармонируют с современными стеклянными витринами, создавая вполне органичный городской ландшафт. Обогнув здание кинотеатра, я наконец-то попала на Бьюканан-стрит, улицу, которую называют главной артерией города. Ее протяженность 1 километр с севера на юг. Это особенная для города территория, а точнее общественное пространство, где сосредоточены десятки модных бутиков, обустроены пешеходные зоны, парковки для велосипедов и аутентичные кафе и ресторанчики. Продолжая прогулку по вымощенным дорожкам Бьюканан-стрит, лавируя между толп людей, которые спешат по своим делам, я дошла до места, которое является торговым сердцем города – галереи Glasgow Buchanan Gallery. В них расположены магазины крупнейших ритейлеров со всего мира. На протяжении 20 лет это место является самым лучшим для шопинга. Но так как мой визит в Глазго направлен на созерцание местных красот и знакомство с колоритом этого места, я отправилась дальше, встречая на своем пути здания, фасады которых тут же перенесли меня во времена королей и рыцарей. Я будто оказалась в древнем Глазго. Фасады, украшенные колоннами и готическими оконными рамами, высокие своды резных балконов и пики крыш, пронизывающие небо, скульптуры и фонари на фасадах зданий. В солнечных лучах все сооружения выглядят очень аутентично. Вся улица Бьюканан в преддверии Рождества. Украшена сотнями гирлянд, елочными игрушками и елями. Вокруг меня суетятся люди, готовясь к самому теплому и долгожданному празднику. Прогуливаясь в такой атмосфере, я чувствовала себя не простым туристом-путешественником, а частью большой дружной семьи, которая занята приятными делами. От этого на душе стало тепло, настроение было отличным, а зимнее солнышко делало атмосферу еще более приветливой и праздничной.
Свернув с Бьюканен-стрит, я оказалась в еще одном узнаваемом и интересном месте – на площади Джордж-сквер. Это место считают центром общественной жизни Глазго. Площадь Георгия была названа в честь короля Георга III и открылась в 1787 году. В 1876 году это место открыли для публики. В преддверии рождественских праздников Джордж-сквер становится площадкой, где собираются жители и гости города, чтобы весело провести время, покататься на аттракционах, которые установлены прямо на площади, купить рождественские сувениры и просто пообщаться с друзьями и близкими. В эти дни здесь царит атмосфера добра, веселья и праздника. Здесь гуляет много людей, слышится детский смех, играет приятная музыка. В общем, праздник ощущается в самом воздухе. В центре площади расположен высокий монумент – памятник сэру Вальтеру Скотту. Это один из 12 памятников, которые рассредоточены по всему Джордж-скверу. На вершине доисторической колонны, высота которой 24 метра, установлена статуя сэра Вальтера Скотта, автора большого количества популярных романов. На восточной стороне площади расположено красивое здание с изысканным фасадом – городские палаты Глазго. В них находится штаб-квартира правительства. В нем же проходят заседания городского совета и офис лорда-провоста. Мое внимание привлек мемориал, который на фоне фундаментальных городских палат выделяется ярко-алыми и белоснежными красками. Кенотаф – это военный мемориал памяти, напоминающий о жителях Глазго, которые пали во время Великой войны 1914-18 годов. Ежегодно возле Кенотафа проходит церемония памяти. Ветераны, члены духовенства и общественные деятели возлагают алые венки к камню памяти. По обеим сторонам камня памяти находятся два белоснежных льва из камня. От этого места веет духом истории и уважения к подвигам войны. Насладившись прекрасными видами старинных зданий и проникнув веселой праздничной атмосферой, царящей на площади, я повернула обратно на улицу Бьюканен-стрит. Гулять по этой городской улице мне очень понравилось. Это место задумывалось как место, где будут учтены богатые национальные традиции города, но реализованы через функциональную призму современности. Улица органично вписана в городскую среду. Пешеходные и проезжие зоны вымощены на ней из натурального камня. Неотъемлемыми элементами декора выступают фонари и скамейки. Также во время перестройки улицы была обновлена станция городского метро. Вход в него украшен большой конструкцией из стекла с округлыми линиями кровли. Совершенно особенная атмосфера царит на улице в этот солнечный предрождественский день. Всюду я вижу атрибутику предстоящего праздника. Декоративные фигурки оленей и медведей, елочные ветви, гирлянды, различные инсталляции, которые в том числе украшают и фасады зданий. Свою удивительную прогулку я завершаю, вернувшись на площадь перед Королевским концертным залом Глазго. Я получила море позитивных эмоций от знакомства с этим городом, зарядилась праздничным настроением и решила, что еще не один раз вернусь сюда, чтобы узнать еще больше интересных фактов о городе и его самых значимых местах. Если вам понравилось наше видео, не забудьте подписаться на канал.